видео, блин, очень поздно. Я пытаюсь сейчас его починить, блин. Всем привет! Всем привет! У нас сегодня небольшой стрим будет, прям вообще небольшой, потому что прямо перед стримом у меня заболела ужасно башка, и у меня болит шея. Это ужас! О, все, заработал чат, ура! Привет! Привет, Митуриру, наш зверь, наш... О, боже, привет! Да, и тебе тоже. Ой, ладно, давай тогда так, не будем политику сюда вносить, ничего такого у нас. Мы полностью от этого отдыхаем на этих стримах моих. На других, я не знаю, хоть обзовитесь. Знаете, что я сделала, чат? Я же на прошлый стрим подготовила вот такую новую причесочку, новый костюмчик, да, сделала, чтобы подпадать идеально под атмосферу игры Dino Crisis. Так вот, из-за всех этих видоизменений я сломала свою модельку. И я не могу вернуть ей хвост. Сегодня еще что-то новое. Ну, сегодня у нас игра. Которую сделал Хлеб и Карамба. Они сделали игру про меня. Не жду, что включишь вебку сегодня слева. Ну да, знаете, каждый день сюрприз. А нет, давайте, хотите реально вебку включу? Подождите, я же могу это сделать, боже мой. Устройство захвата, вот. Не ты. А где? Я зеленая, привет. А где? Я хочу веб-камеру включить. Я вообще подлагиваю-то еще. Я хотела веб-камеру включить, но не включается почему-то. А почему-то, что не подключено у меня. У меня тут такой кадр, вы видели сейчас. По-моему, я не отключала веб-камеру. Что ж ты творишь, что такое? Фига, тут отрезанный провод у меня. Нифига. Ты синяя, кого-то обманываешь, но это да. Это, знаете, у меня в семье были алкоголики. Наверное, это все гены. Ну, в общем, сам факт. Я сломала модельку. Я больше не буду делать модификацию ей, потому что какой-то пипец. Я могу показать вам, как она выглядит, если я пытаюсь вернуть ей хвостики, потому что это просто какой-то капец. Вы видели этот ужас? Ну ладно, ничего страшного, все равно в скором времени. Во всем виноваты гены, да, и чебурашки. Все вместе. Привет, все, молодец, я тебя вижу. Ты мне насрал на лицо, спасибо огромное. Короче, теперь у меня нет хвостов. Я теперь пострижена в монахи, понимаете, да? Такая темка. Ну, в общем, я еще чувствую себя немного болезненно, фиг знает почему, какая-то слабость у меня неясная. Это, наверное, меня октябрь добивает. Либо еще что-то. Как я и сказала в начале, у меня болит сейчас шея, болит голова, и я перед стримом за 50 минут, наверное, до стрима просто лежала на кровати в темноте и слушала офигенную группу Fields of the Nephilim. Боже мой, ребят, иногда вот такое случается. Я вам говорю всякие музыкальные рекомендации. Ну так вот, сегодняшний день не исключение. Fields of the Nephilim, какой-то готический рок мужиков из Великобритании 18-х годов? 80-х годов. Боже, 2018 год, это что там, это фараоны, это и прочая ерунда. Я не шарю за такое, зато я шарю за 80-е, Fields of the Nephilim. Боже мой, вы бы видели, как эти мужики круто выглядят? И знаете, как я о них узнала? Знаете? Никогда не узнаете. Просто у меня папа музыку что ж постоянно сам слушает, да? Как бы, извините, меня отбросишься. Напиши название, сейчас скину. Я расскажу, как я сначала... Ссылку, ладно, хорошо. Я все скину, я все отправлю. Это спиннеры, вейпы, весь хайп, да, еще, блин, слово хайп использовали на полном серьезе, и слово кринж еще не было использовано так обширно. Боже мой, какие прекрасные дни, не так ли? И YouTube работал, и на YouTube было очень лампово и весело, питерская тусовка, наверное, в это время была, да? Фиг знает, я не помню. Ну, в общем, меня просто в один день папа подзывает в комнату и такой, типа... Дочь, что это за музыка? Я уверен, ты ее знаешь. Включает музыку, но я там, понятное дело, прихожу, отворачиваю, чтобы не видеть название. Слушаю. Слушаю. Ну, это сатирикон, папа. Ну, я сатирикон-то легко узнаю. Вообще. У них особое звучание такое. И из-за вокалиста, в принципе, еще довольно легко догадаться, что это сатирикон. Ну вот потом мы с папой начали обсуждать black metal, потому что я люблю black metal разношерстный, да, а мой папа не особо фанат, но ему понравился сатирикон. Я ему порекомендовала наподобие сатирикона группу Урфаус. Это такой ambient, знаете, это ambient, black metal ambient, это какой-то дуэт вроде мужиков из Нидерланд. Что-то такое. В общем, очень классная группа, я порекомендовала ее папе. И ему в рекомендациях на сайте, на котором он слушает музыку, высвечиваются Fields of the Nephilim. А они там так прикольно выглядят. Они выглядят как готические ковбои. Это они очень круто выглядят. Я вам сейчас покажу. Да, Карамба, привет, Карамба. Сегодня мы еще в вашу игру играем. Это капец, я в таком восторге, я в таком предвкушении. Сейчас, секундочку, покажу вам. Fields of... Не пердите, я пишу
Нефилим! Я забыла аж, как пишется. Я же забыла, как пишется. Fields of the Nephilim. Вон. А, блин, они так круто выглядят, я не могу. Сейчас просто увидите и поймете. Это вообще капец. Хайпанем немножечко. О, боже мой, да! А дружко-то сейчас вообще скатился. Так, сейчас я вам покажу. Т-т-т. Ага, вон они. Во. Прям сразу. Сейчас я в сторонку отойду. Вы гляньте. И это не то, что я хотела сделать. Снимаю перед вами шляпу сейчас. Гляньте на них. На вот этих вот. Ля, они круто выглядят. Слушайте, вот это тоже круто они выглядят. Они выглядят реально как какие-то готические ковбои. Это очень классно выглядит. Сёшкин-то Матрёшкин. Но это тоже более старая фотки, конечно. Во! Фимос, где вы это увидели? Я Фимос? Спасибо. Вот. Короче, очень классный Fields of the Nephilim. Сейчас пришлю вам название, чтобы вы могли послушать, потому что реально очень годная готическая шняга. Вот. Вон они. Угу. Короче, по-моему, альбом Elysium называется, хороших 90-х годов. И я еще слушала альбом, сейчас The Nephilim называется, 88-го года. Рекомендую всем слушать, всем наслаждаться. Я, знаете, не так давно, я когда по делам ехала с утра, да, я вышла, а там, знаете, был такой теплый ветер, и при этом было очень пасмурно и слегка темновато. Я смотрела в небо темное, блин, просто серая хрена. Я слушала Fields of the Nephilim, и я никогда такого крутого вайба в своей жизни не испытывала, мне кажется. Прям реально попробуйте, это очень круто. Блин, придется отойти, я быстро, не переживай, все равно достаточно долгое время планирую болтать перед тем, как мы пойдем играть в вашу игру. Я причем немножечко поиграла, потому что я не могла отказать себе в своем любопытстве, понимаете? Я дама такая, очень любопытная. Я не кончаю жизнь самоубийством, потому что мне интересно, что будет дальше. Мне хочется пройти эту игру хотя бы на 93%. Вот такое, понимаете? Я поэтому не могла не поиграть в эту игру. И, боже мой, это такая прикольная штука. Это, короче, знаете, это как суйка. Ну, это и есть суйка. Если вы там сидите, я не знаю, в какой-то англоговорящий или японоговорящий среди витуберов, то, наверное, год назад эта игра была очень популярна. Теперь она есть моим участием. Боже мой, я безумно кайфую с ней. Короче, вам очень понравится. Плюс там еще задействованы очень многие зрители. Да. Мои зрители, если что, они просто какие-то рандомы. Нет, там будете вы, это будет классно. Так что мы с вами поиграем. И у нас челлендж будет такой небольшой. Нам нужно побить рекорд хлеба. Хлеб мне просто скинул свой самый лучший рекорд. И такой, типа, попробуй побить на следующем стриме. А я что, блин, губа не дура. Я, конечно же, блин, побью этот рекорд. Скажешь, сколько там у тебя хлебушек? 2930 очков. Очко, реально. Ну ладно, мы справимся. Просто, знаете, в этой игре очень сложно добить 3000 очков. Прям капец как сложно, потому что я не знаю, это просто сложно. Я играл в подобную игру на телефоне постоянно, когда мне скучно. Так что я, в принципе, знаю, о чем я говорю сейчас, мальчики. Ну, ой, что я еще хотела сказать? Да, спасибо большое, что напомнила. Да подожди! Все. Спасибо. Я до 2К не доходила, я доходила только на телефоне. Все. Больше у меня нет достижений в жизни. Что-то я хотела сказать. Я долго... Мы еще наслушаемся металл-пайпов, ребят, сегодня. Мы же все-таки играем в игру про меня. Короче, я еще долгое время не могла запуститься, потому что у меня сестра в одной комнате со мной сидела и играла, блин, в Life is Strange. И она ждала, пока у нее будет автосохранение. Я уже хотела, типа, запуститься, а она сидит, все ждет, когда катсцена кончится. Я думаю, капец, я когда-нибудь постримлю сегодня, что катсцена такая долгая? Смотри, у меня осталось еще 4К крестиков. Откуда у тебя столько крестиков? Ты верующая? Нифига себе. Метал Пипи, нужно радоваться Метал Пипи. Потому что в один день Метал Пипи может не стать, и вы будете плакать. Понимаете?
Имевший не ценим, потерявший плачем. Вот как это все работает. Наша человеческая, блин, психология, да? А, я же психологиня-то была на прошлой неделе. Ешкин ты, матрешкин. Так хорошо с ней поболтали, прям вообще. Я прям, знаете... Тушеночка, привет! Ты тоже, кстати, в игре будешь, Тушеночка. В которой мы сегодня будем играть. Боже, что я хотела-то сказать? Перебивайте меня и перебивайте. У меня и так память рыбья. У меня память рыбья, девичья рыбья. Все, вот настолько все плохо, понимаете? Низкий IQ и косые глаза в реальной жизни. Ну, вы просто этого не видите. Почему я это говорю-то вообще? Забалтываюсь, бывает. Психология, точно. В общем, мы так хорошо не поговорили, и просто я основательно решила взяться за свое ментальное здоровье. Я знаю, это звучит типа как, не знаю, как бросить курить в понедельник, да? Начать основательно заботиться о своем ментальном здоровье. Но я просто, знаете, я начала запрещать себя оскорблять. Потому что для меня это как защитный механизм такой был. Долгую часть моей жизни. То есть, типа, для меня в порядке нормы начать себя оскорблять, чтобы другие этого не делали. Но это очень такая дегродная фигня, если честно. Потому что я все равно же себя обижаю, и мне самой от себя грустно. А так не надо делать. Так что все, никакой самокритики, мы себя любим, да, уважаем, вы тоже должны это делать. Потому что так жить прикольнее. Я просто, знаете, для меня основательным было прям... Вернее, одной из таких основательных вещей было, после которых я поняла, что нужно прекращать заниматься вот этой шнягой, это то, что я решила одной своей знакомой довериться, прям, знаете, довериться и показать, блин, свои стримы. Да, я люблю свои стримы, я люблю стримить, мне нравится над ними стараться, мне нравится придумать какую-то шнягу. Я люблю делать то, что, в принципе, от меня, ну, трудно ожидать, наверное, да. И я показала ей свой любимый стрим. Знаете, какой мой самый любимый стрим? Ну, один из. Свомичан. Я обожаю стрим Свомичан. Что мне кажется, он довольно прикольный и забавный. Там вся ерунда, да. Привет, мне такая, привет, тихое пламя. Я рассказываю тут про свои психические проблемы, пристегивая ремень безопасности, это будет веселая поездка. Ну вот, я это показываю, и я как бы понимаю, что... Но она за индустрию, допустим, не шарит, она, возможно, не смотрит другие стримы, возможно, для нее это реально что-то непонятное, странное. Я просто вижу, что у нее лицо какое-то вот такое. Типа, слегка недоумение. И я понимаю, ей, наверное, не нравится. И поэтому я начинаю ее, блин, подначивать. Я начинаю ее подначивать, типа, ну да, ты можешь сказать, что это дерьмо, кстати. Ну да, просто скажи, что это кринж. Ну скажи, что это дерьмо. При этом, знаете, я не считаю, что стрим Свомичан дерьмо. Я его обожаю. Но почему-то в этот момент я подначиваю эту бедную свою знакомую оскорблять мое творчество. Я не знаю. Как будто бы... Я себя морально подготовила к тому, что она будет меня критиковать, поэтому я просто ускоряю этот процесс. А это не норм. Типа, зачем я это делала? Такая ерунда. И я такая просто обдумывала этот момент долгое время. У меня потом еще какой-то период времени был жесткий упадок сил, я поняла, что типа все, пора меняться. Что за хрень? А какой ноунейме ты говоришь? Свомичан. Это просто один стрим у меня такой был. Мой любимый просто. Его на ютубе можно найти. Он там называется типа «Кондитива, я Свомичан». Я очень люблю этот стрим свой. Всем куча привет! Когда-нибудь я с первого раза произнесу без запинки твой никнейм. Акена Химеджима, привет! 5000, 5500, да что ж такое-то? Произнесла, блин, самое сложное, а цифры забыла, как произносить. 500, hello. Хотя у меня ютуб мертв, как ты. Блин, мне этот самый... У моей соседки сын программист. И он как-то приходил к нам домой, чтобы установить папе компьютер. Ну и он заодно мне установил какую-то шнягу, которая действует в обход запреток всяких. И я теперь могу спокойно смотреть YouTube. Короче, хорошо иметь связи, да? Хорошо иметь соседей. Во всех смыслах, наверное. Я не знаю. Вот такая вот ерундистика. Короче, решила, что пора меняться. Кстати, да, знаете, о чем я хотела поговорить, но забыла? Я хотела с вами поговорить про ремейк второго Silent Hill. Вы же, наверное, видели это все. Боже, такая захайпленная игра, да. И если честно... Сейчас я хлебну водички. Я когда узнала, что
что будет ремейк Silent Hill, когда его только анонсировали, начали показывать первые трейлеры, да, я, в принципе, спокойно к этому относилась. Единственное, что мне не нравилось, так это внешний вид Марии. И я даже говорю... Почему у меня с этой стороны? Почему у меня с этой... Привет, Корневил! Привет, Корневил! Очень рад тебя видеть. Спасибо огромное за подписку. Яшка, Диматришка, почему он с той стороны? Что с той стороны? Не надо нам с той стороны, надо вот с этой стороны. Все, я переместила на другую сторону. Забыла с прошлого раза это сделать. Привет! В общем... Мне не нравился внешний вид Марии, потому что все равно мне кажется, что Мария должна быть, ну, более сексуальной, что ли, а ее просто в ремейке сделали довольно закрытой, и меня, если честно, это не устраивает. Хотя бы, я не знаю, добавили какие-нибудь перья в одежду, что-нибудь такое, но в целом неплохо. Я не понимала, почему люди напали на внешний вид Анжелы вообще, потому что, ну, она выглядит на свой возраст. Она пережила ужасные травматические события. И да, у людей бывает пухлое лицо и тонкое тело. Типа, в чем проблем, да? И, если честно, я не играла в Silent Hill Remake 2. Но, во-первых, мне бы хотелось. А из того, что я видела, мне очень даже понравилось. Я ненавижу Джеймса, кстати. Как бы, он прикольный персонаж, мне он очень нравится тем, что он очень сложный. Я вовремя за комп вернулся. Добро пожаловать обратно за комп. Ну, блин, я прыгаю с темы на тему, извините, пожалуйста. В общем, мне очень нравится, что Джеймс как персонаж, он очень сложный и многогранный. Да? То есть, он не хороший и не плохой. Он совершил отвратительный поступок, но его с какой-то стороны можно понять, но не оправдать. И это так прикольно, что... Этот персонаж может вызывать такие спекуляции. Но если вы, сука, оправдываете Джеймса и где-нибудь пишете или говорите, что типа он не заслужил того, что произошло, я вам вырву гланды, глотки, языки, зубы, блин, все зубы, все 32 зуба вам вырву. Потому что нельзя так говорить. Нельзя! Джеймс жалкий лох, я смотрю на него и хочу смеяться. Не, справедливости ради, в ремейке, когда он начал кукожиться из-за того, что ему хотелось рыдать, ну, сердце ёкнуло, знаете, у меня. Не потому, что мне его жалко, типа, о, мужик сейчас заплачет, какая красота! Это it's an absolute cinema. Просто вообще. Я вовремя за комплимент только что читала это. Что ж такое-то? Мария очень харизматичная в ремейке, но все-таки Арика Машка прям передает всю суть персонажа, полностью с тобой согласна. Но мы с тобой это обсуждали очень много и на корн, так что да, у нас с тобой мнение, в принципе, это очень схоже. Я думаю, тут постарались и товарищи, что вечно портят игры. Какие именно? А, ты про Марию, наверное, предполагаешь про феминизм? Не, я как феминистка скажу тебе, что, в принципе, сексуализация это реально плохо. Это не должно оно быть. Что женские персонажи должны быть гораздо глубже, чем их внешность, да. Но я скажу, что иногда сексуализация хороша тогда, когда она оправдана. Я об этом тоже много раз заикалась. Я считаю, как минимум 2 персонажей мне сразу в голову приходят. 3 персонажа, я знаю, женских, которые оправданно сексуальны, да? Это Байонета, потому что она своей сексуальностью как бы сражает, блин, монстров, и это часть ее личности, и она отлично работает, потому что она еще и харизматичная, и прикольная, да? Мария, собственно, потому что она является, блин, я не знаю, спойлер, это не спойлер. Какая же разница, блин, Silent Hill 20 лет. Она является сексуальной фантазией Джеймса, да, то, что вполне себе оправдано, то, как она выглядит. И она имеет смысл для сюжета, что она так выглядит, да, по крайней мере, в оригинале. И Фиона Белли из Hunting Ground, ну, потому что Hunting Ground, он в целом построен на вот этом вот сексуальном подтексте и строится хоррор этой игры. Вот, я обожаю Hunting Ground. Кстати, это моя самая любимая игра, я очень сильно люблю. Вся ерунда. Так, у меня не вырвешь, у меня нет 32 зубов, тогда все твои оставшиеся 3 вырвем молочных. Ничего страшного. Все равно все вырву. Что-то страшно тут обсуждается. Да не, я просто Silent Hill обсуждаю. Мне просто нравится Silent Hill. Я, конечно, прошла полностью только 2-ю часть. Я начинала проходить 3-ю. Знаете, я как-то по-идиотски просто прохожу. Я прошла 2-ю, прохожу 3-ю сейчас с огромными перерывами, потому что у меня в основной курс это пройти Shadow Hearts 2, да? И потом я буду проходить первый Silent Hill. Shadow Hearts, кстати, можно я проговорю про Shadow Hearts? Я очень сильно люблю Shadow Hearts. Боже мой, моя любимая игра. Сейчас, погодите.
Надо все-таки воду не закрывать, это долго ее откручивать. Так. Shadow Hearts. Я очень сильно люблю Shadow Hearts, но это очень неизвестная игра. Прям вообще никто ее нахрен не знает, мне от этого немножечко грустно. Ее скорее, это знаете, Shadow Hearts, скорее всего, из тех игр, о которых знают, блин, один китаец и 2,5 испанца. Все, больше никто об этой игре не знает. Но я ее прошла, она мне безумно нравится, я хочу как-нибудь ее пройти через годик. И я по приколу решила на Авито зайти и посмотреть, есть ли что-то по Hunting Ground. Я не знаю, может какой-то самодельный мерч, может какие-нибудь плакатики, все да. Боже мой, там продают оригинальный диск! Там продают оригинальный диск Shadow Hearts! Первого я видела Covenant, я видела Shadow Hearts, и вот третьего Shadow Hearts, до которого я еще не дошла, потому что опять-таки я второй прохожу. Боже мой! И там были официальные постеры! Там были официальные постеры Shadow Hearts, боже мой! Я это увидела и такая... Мне очень захотелось. У меня нет второй плойки. Я, конечно, хочу купить, потому что я как бы потихонечку начинаю консольки собирать, да? Что-то такое. Маленькое мое удовольствие. Не осуждайте меня, я люблю копошиться в проводах, да. И мне прям очень сильно хочется вот именно физическую копию Shadow Hearts как-нибудь заполучить. Потому что ешкин ты матрешкин. Мне безумно нравится эта игра. Я сейчас, наверное, вторую часть. Сколько я там уже ее прохожу? Наверное, у меня 20 часов наиграно на вторую часть. А это только первый диск. А в Covenant как бы 2 диска, да? То есть она очень длинная. Я пройду ее обязательно однажды. Просто Covenant, знаете, там что есть? Там есть Россия, там есть Анастасия Романова. Вот это класс! Я люблю, когда какие-то фэнтезийные, блин, штуки совмещаются с реальной жизнью. И мне кажется, это довольно прикольно. Оправдывать Джеймса все равно, что говорить, что про преступников отпустите его, он же красивый. Да, поэтому мы здесь не оправдываем Джеймса. Он олух, ужасный человек. Но он сложный персонаж, как и все люди. Поэтому он хороший персонаж. Не в плане своих поступков, а в плане именно сценарного написания. Жду не дождусь устроить подкаст тобой про феминизм, другие темы на 8 марта. Меня уже тут не будет. Гроб зовет. Простите. Ну, думаю, можно как-нибудь устроить. Я же все равно вернусь. Она не кончится к твоему времени, обещает же. Ну вот, да. Истинный фанат старых игр, ну есть такое. Ну я не знаю, насколько старый можно считать Shadow Hearts. Какого она года? 2001 года вроде бы первая часть. Или 2002 первая часть вышла. Ну ничего, с новой Воми сделаем. У новой Воми может быть другое имя. Вообще все другое будет. Если ты до меня дотянешься, если дотянешься до звезд, то вообще без проблем. Как подмигнуть? Подмигнула. Ой, блин, сейчас, что я хотела еще? Кстати. Я поговорила с своей репетиторшей, которая сейчас живет в Армении. И блин, eBay доставляет посылки в Армению, но посылка стоит дорого. Я посмотрела, и доставка в Армению будет стоить 3000 рублей. Именно рублей. Я не знаю, сколько это будет в лирах. Армянских лирах, я фиг знает. Ну, конечно, сам факт. Купить диск можно, и я безумно этому рада. И... Давайте так. Чат. Я же вроде у вас никогда ни о чем не просила, да? Нихера, сколько пива можно пить. Я тут пытаюсь слова подобрать, как бы так, знаете, напроситься. В общем, пива можно, конечно, купить много, но оригинальный диск, код Вероника, Resident Evil, конечно, было бы очень-очень классно получить. Попрошайка, я знаю, может мне еще ладошку протянуть через экран. Я потратила все свои деньги на консоли. Боже. Можно вас попросить, ну там я сборчик открыла. Можно, ну если у вас есть там лишние денежки, и если мои уши свяли, да подожди ты, я могу нарыгать в них потом. Сколько он там стоит? Короче, я вот заранее решила, да, вот я 12 тысяч поставила. В целом там некоторые диски в более плохом качестве стоят от 4000, да?
но их очень быстро разбирают по какой-то причине, очень быстро. Я поэтому боюсь, что я не могу не успеть. И есть один прям в идеальном состоянии для Dreamcast за 7 косарей. Но опять-таки, все к этим всем цифрам и, значениям добавляется еще и доставка через море в Армению. А потом из Армении мне должны отправить в Россию, понимаете? Это все равно какие-то дополнительные деньги. То есть я приблизительно настаивала так, чтобы, в принципе, должно было хватить. Если что, я, конечно, своих денежек добавлю. Конечно, у меня не так много. Я на мели. Я благо живу с родителями, боже мой. Это типа я реально уже сдохла от голода, зато у меня Dreamcast 99-го года, да? Есть. Ну, в общем, короче, как-то так. Если вдруг что, вы можете мне там закинуть в добрый путь. Все, извините, пожалуйста, я никогда так не делала, больше не буду. Я, если что, не настаиваю, мне было бы очень приятно. Все, закончили этот разговор. Спасибо огромное, что выслушали мой подкаст. Вами за 2 года или сколько это кушенька стримит, ни разу не клянчивая деньжата. Пожалуйста, мы хотим играть в Код Вероника и смотреть на крутую Клэр Краснополе. Боже, Клэр Краснополе, она легендарная женщина. Я сейчас покажу вам, как она выглядит. Она настаивает, я настаиваю. Я почему-то реально себя очень неловко чувствую, когда я сижу такая, типа, ребята, ну это... Дайте мне денег, пожалуйста. Ну, знаете, я реально как-то себя странно ощущаю. Боже мой. Ну, типа... Ну а что такого? Ну что такого? Я же стример, понимаете? Стример — это такая сложная работа, да? Вот, так что мне нужно платить, понимаете? Шучу, если что. Сейчас, погодите, и дайте я покажу вам, как выглядит в Код Вероники Клэр Редфилд. Боже мой, эта женщина просто, я не знаю, если она сядет мне на лицо, ну я скажу спасибо. Так, Клэр Редфилд. Клэр Краснополе. О, какая класс, блин, тут. Извините, просто жопа Клэр Редфилд. Тут просто жопа Клэр Редфилд. Так, ща. Все поняли, а ну-ка быстро мне деньги сюда. Ну, в общем, мне безумно нравится Клэр Редфилд. Я пыталась играть в эту игру на эмуляторе, я забросила в долгий ящик ее, правда. И после того, как я купила Dreamcast себе, я поняла, что мне срочно нужно именно оригинальный диск 2000 года. Понимаете? Ну, у меня просто есть какой-то такой пунктик. Мне почему-то все хочется оригинальное. Именно, я не знаю, какой-то там, не знаю. Первый выпуск альбома там музыкального такой-то группы, такого-то года. Я люблю всякое старье просто в руках держать, понимаете? Мне это очень сильно нравится. И все на физических носителях я обожаю. Помните, когда у меня был редебют? Ну, когда, вернее, я вот эту модель презентовала, да? Я в этой самой в презентации своей указала, что я очень люблю держать в руках вот эти вот все физические носители, всякие вот эти вот штучки, типа дисков, кассет, там, да. Я люблю старые штучки, я все время пытаюсь как-то, не знаю, вернуться назад в детство, что ли. Я когда-нибудь заработаю, блин, я не знаю, на квадратный телек себе и буду смотреть кассеты на нем, понимаете? Вот настолько все глубоко у меня в этом плане. И я не знаю, с чем это связано, просто опять-таки, наверное, это какое-то желание вернуться в прошлое. И я его не затмеваю, я называю вот это вот все, вот эту всю свою, как сказать, addiction, как это называется по-русски, я не помню. Боже мой. Короче, addiction, я не помню, как переводится, извините, пожалуйста. Я просто говорю, что я лечу своего внутреннего ребенка. Не то чтобы мой внутренний ребенок болен, ментально возможно, но... Мне это просто безумно нравится. Ничего не могу с собой поделать. Такое случается, когда ты ребенок-аутист. Боже мой. Мама, мне тетенька из интернета просит денег, стоит ли мне дать свои 30 рублей? Конечно, стоит. Слушай, 30 рублей, да ладно, что ж там 30 рублей? Я на эти 30 рублей поднимусь на биткоинах, понимаешь? А ты-то что, куда ты потратишь эти 30 рублей? На проезд? Так на проезд-то не хватит. Я возьму твои деньги, инвестирую их, получу гораздо больше и дам тебе половинку, понимаешь? Да, это не обман. Как я когда-то заработаю, она так наивна. Ладно, да, хорошо, ладно, да, я наивна, Знаете, какие телеки квадратные есть классные, кстати? Сделанные Диснеем. Розового цвета с короной на башке. Я покажу вам сейчас, боже мой, я думаю, на eBay есть. Мне иногда кажется, что eBay это просто идеальная барахолка. Как будто бы на eBay есть все, что тебе нужно. Так, сейчас Disney
ТВ. По идее, оно должно быть. DVD-плеер. Не надо. Нифига, тут есть Ханна Монтана! ТВ и DVD-плеер Ханна Монтана! У нас на даче есть старый видик. Рабочий? А, все, тогда не надо видика. Погоди, мам, погоди, тут есть видик в виде звездочки. Ханна Монтана! Ханна Монтана! Ханна Монтана! Ханна Монтана! Ханна Монтана! Гляньте! Крутота какая! Вообще я не этот телек хотела показать. Реально, блин, продается. Прикольно. Нет, не такой. Ханна Монтана, кстати, я не смотрю. Вот, я вот про такой вот думала. Гляньте. А? Какой классный. Первая плойка. Нифига. О, я так люблю квадратные телеки. Это капец. Мне очень не нравится. Гляньте, какая красота. У нас обычный квадратный. Ну, блин, обычный квадратный, на то он обычный квадратный. А это не обычный квадратный, еще и Дисней. Понимаешь? Блин, какая круть. Я люблю просто штуки в виде чего-то. Блин, я не знаю, там, одежда в виде каких-нибудь еды или какой-нибудь такой шняги. Мне очень нравится такая. Класс. Купи, не буду покупать. Как я... Ладно, там диск из Армении попросить, там, из Америки в Армению, а из Армении к нам отправить, да? Ну, блин, целый телек, но это, конечно, дико извиняюсь. Мне кажется, моя репетиторша не захочет его таскать. Да и кто вообще захочет? Мне Ханна Монтана нравится. Да, прикольно, кстати, шняга. Я не особо любила Ханну Монтану, когда она шла еще, но почему-то атрибуты с ней вызывают у меня такую приятную ностальгию. Я не знаю почему. Я очень мало Ханны Монтаны смотрела в своей юности. Но мне она безумно нравится почему-то. Ай, как много неопознанной херни. И мне такое нравится. Мне такое очень нравится. И теперь, знаете что, давайте так. Я уже прям заговариваюсь лютейше. Нам же нужно с вами играть в игру, которую сделали Карамбы, блин, и Хлеб. Я вообще не смотрела, а я смотрела. Наравне с Киком Бутовский и прочей такой шнягой. Так, теперь мы ставим на паузу. Ханна Монтана тупая? Да, я не знаю, тупая она или нет. Она жила 2 жизни, мам. Она прям даже это пела в заставке. А я живу 2 жизни. Вот это вот она напевала, да? Так что я не знаю, можно ли назвать ее тупой. Как звали актрису, которую... Кто она там? А, это Майли Сайрус вроде была, да? Которую Ханна Монтану играла. Во, блин. Во, кто она была. Сейчас, слышите музяку? Сейчас я тут все настрою, и мы будем с вами играть. Где? Куда? Стоять. У меня пропал файлик. У меня пропал файлик. Сейчас я его найду. У меня пропал файлик. Вернись в файлик, ты. А ну-ка, иди сюда. О, красавчик какой. Какая прелесть. Все, файлик вернула. Ура! Ура! Ты кто? Фу, мы в такое не играем. Мы в такое не играем. Мы играем вот в такое. Он в папке же куда-то его потерял. Я эту штучку достала из Винрара, положила себе на рабочий стол, он куда-то исчез. Вот, я все обратно вернула. Теперь мы можем играть. Но... Готово. Я в восторге, потому что... Гляньте! Но перед этим сейчас я себя пониже чуть сделаю. Куда бы себе убрать, чтобы не мешать? Вот сюда. Рядом с вот этой вот штучкой. Смотрите! Смотрите! Какая крутота! Тут у нас, короче, есть тушенка. Еще... И, кстати, слышите? Тушенка, хлеб! Мегаты! Я когда роняю... Когда Мегат роняет эти штучки... Мне кажется, громко, кстати, музыка получилась. Сейчас. Во-во-во. Сейчас, возвращаемся. Когда я эти штучки роняет Мегат... Слушайте, это я рыгаю! А это птенец молодец, кстати, смотрите. Вот еще хлебчик. А это Ото стонет. Ну, типа, а что еще вы могли ожидать, да? От Ото. Металл-пайпы. Слушайте, я могу теперь не рыгать, и вы можете не кидать металл-пайпы. Все есть в этой игре. Все здесь есть. Все, что вам надо. Это просто, знаете, такой мини-экспириенс
моих стримов. В одном флаконе, в одной игре. Мои стримы можно не смотреть, можно просто в это играть. Тут и отрыжки, и метал пайпы, и, блин, и тушенки, и птенцы молодцы, и мой папа, и Корневил, и Гау, и вообще все угодно, да? И вообще просто красота какая, вы гляньте. Но у нас, опять-таки, у нас главная задача это что? Побить рекорд хлеба, 2930. Епи. По-моему, да. Короче, я такую игру, именно в таком жанре, очень много видела у иностранных ютуберов. Они прям очень много в нее играли, ставили какие-то свои рекорды и так далее. Я очень много видела прохождений этой суйки, да, так называется игра, от хвалайверш всяких. Я смотрела это, потому что это довольно залипательная штука. Типа, блин, фрукты падают, превращаются в большие шняги. Прикольно. Япи! Да? Так что вот. Я вообще в восторге. Ама! Мама кривета. Ау. Что я хотела это сказать? Забыла. Я сейчас, знаете, я просто погружусь в транс какой-нибудь, потому что, блин. Я когда увидела, я прям, я не знаю, у меня такая улыба была, вы бы видели. Такая крутота. Тушенка! Тушенка, соединитесь, целуйтесь! Спасибо. Тушенки родили хлеб. Всегда угорала с Middle Pipe от тушенки. Ну, у тушенки такой способ, не знаю, просто поздороваться, наверное. Он стесняется говорить мне привет, поэтому кидает Metal Pipe. Так, окей. Теперь у нас... Да нет! Хлеб. Почему ты не упал вот сюда? Почему ты вот отсюда не упал вот сюда? Я специально в уголочек тебе била, чтобы по правилам физики ты покатился вот сюда, упал, стал Отто. Чтобы Отто стал вместе с Отто соединились и родили Карамбу, понимаете? Это, наверное, должно так работать, да? Ладно, давайте, все. Теперь нам нужна еще Карамба. Мало Карамб не бывает, нужно как всегда больше. Смазуренко, привет! Меня опять облизывают. Да, и буквально это делают женщины. Спасибо. Этот разработчик этой игры делал спрайты для этой игры с Hololive. Вроде еще какие-то прикольные игры с ними были. Блин, да, я, кстати, видела, по-моему, тоже Hololiverши играли в такую штучку. Именно со своими всякими аватарами. И типа самая большая вот такая шнеголюшка была на Эль, потому что у нее самые большие сиськи, да. Именно поэтому. А где скачать? Хлебушка. Я заговариваюсь, да? Не забываем, у меня больная голова. Я страдаю, я плачу прямо сейчас, вы просто это не видите, я скрываю свою боль. В общем, хлебче, можно я потом выложу ссылочку на... Как называется? На Google Диск, на который ты мне скинул игру. Чтобы другие, если что, могли тоже поиграть. Что крутота же! Ну крутота! Ну прям вообще! Понарожали Карамб. Чем больше, тем лучше. Чем больше вы рожаете, тем лучше. Не забывайте, 24-й год, год семьи. Год семьи. Да? Все такая штука. Конечно, как по-другому. Вот, отлично, тогда договорились. А потом мы будем продавать эту игру. Я заберу большую часть денег, пожалуй. Не забывайте мне покупать еще диск Код Вероника оригинал 2000 года. Могу сейчас скинуть ссылку для желающих. Да, давай, прямо сейчас можешь скинуть, чтобы люди могли поиграть, а потом я в группу выложу. Еще. Давайте, знаете, как сделаем? Я хочу другую музыку. Я хочу, чтобы была музыка драйвовая, потому что, если честно, я очень люблю свою музяку, которую я использую для заставки, да. Но она такая меланхоличная, готичная, и мне от нее прям очень спокойно. Она нельзя быть спокойной. Ота, привет! Смотри, тут ты есть. Ота, привет! Ота, ты рожаешься, короче, из двух хлебов, прикинь. И когда ты это делаешь, ты стонешь почему-то. Обычно дети, когда из матерей вылазят, они, не знаю, обычно рыдают. А где наши? Епи! Хлебче! Ты все эти штучки прицепил вот сюда? О, нет! Нет, погоди! Что? А почему я их не слышу, когда музыка выключена? Наоборот?
Тогда слушаем внимательно. Почему я не слышу? Так, ползунок музыки убавлен. Звук оставила. Музыка-то вот. Это я родился, да. Ты обычно со стоном рожаешься, но что-то тут не то. Ну ты, конечно... Я-то что? Я-то что? Я-то что? Я просто хочу слушать Евробит. Ладно, хорошо, чтобы были стоны, крики, выкрики и прочая ерундистика, мы тогда это все оставим. Тогда это все оставим. Ровно наоборот. А как так интересно стоять? А я думала, тут одна шняга отвечает за звуки, а другая за музыку. Я думала, это два отдельных ползунка для каждой штуки. Стоямба! Стоямба! Если сейчас не будет стонов, то я выключаю стрим. Все, работай! Боже мой! Ладно, хорошо, да, тупанула, бывает, случается. Ну что вы от меня хотели? Вы хотели от меня здравого смысла, что ли? Здравого смысла не будет, он умер, когда умерла я. Ой, спасибо за фоллоу. Спасибо за фоллоу, Юко. Ментал пайп. Боже, тут столько ментал пайпов будет, пока мы будем создавать тушенку из 2 птенцов-молодцов. Ей! Какая красота, ладно, все хорошо. Теперь мы слышим отрыжки, мы слышим стоны, что еще нам нужно, да? Мы слышим еби и прочую ерундистику. Хорошо, куда мне тебя кинуть, птенец? Кинем тебя сюда. Ой, слышь. Какая музыка громкая. По чуть-чуть потише тебя. Чумба. Чуть-чуть, чтобы просто совсем чуть-чуть было слышно. Сюда маленькую меня. Хотя, какая маленькая, дико извиняюсь. Я не иду в маленьких размерах вообще. Мой рост 4,5 метра. Понятно? И чем больше вы сомневаетесь в моем росте, тем сильнее я расту. И скоро стану размером как Годзилла. Здоровая туша, тушеночка, да. Слушайте, вы можете больше не тратить свои баллы на метал пайпы. Самая маленькая это Воми Блоха. Нет такой тут в этой игре, нету никаких блох. Воми тем более, Воми Блох, мы таких не знаем. А вот сказать, были вши, чат. У вас были вши? У меня были вши. Это самый ужасный опыт в моей жизни. Я больше не хочу его испытывать. Корневил! Корневил родился! Корневил родился! Корневил родился! Корневил! Красота! Больше! Больше мертворожденных детей! Давайте, боже мой, ура! Блин, мне безумно, знаете, нравится эта шняга. Я, если что, это говорю ласково. Я в таком восторге, реально. Боже мой, Карамбу, хлеб, спасибо вам огромное. Это так классно. Я вообще обожаю, когда со мной что-то делают. Типа артики, мемчики, видосики и какие-нибудь другие медиа. Боже мой, я в таком восторге всегда пребываю, каждый раз, когда это происходит. Корнил, обратно вернулся. Привет, смотри, это ты. Это ты. Это ты. Какая прелесть. Мне еще, знаете... Если смотреть по спиральке, да, я, к сожалению, не могу показывать, у меня тут мышка не отображается. Если смотреть по спиральке, то после Корневила идет вот какой-то импозантный мужчина, да. Я когда первый раз увидела, я долго смотрела и думала, кто это. Оказывается, это папа. Оказывается, это мой папа. Папа, ты теперь тоже есть в игре. Я знаю, что ты смотришь стрим, ты есть в игре. Я есть тьма, именно так. Ну круто же. Это ж капец, как классно. Медиаконтент под названием мемы. Обожаю мемы. Обожаю шутки в интернете в виде забавных картинок. Угу. Суйка с вами. Это как вот предложение какое-то. Суйка с вами. Предлагаю с ней что-нибудь нехорошее сделать. С кем? Со мной? Не надо. Не надо. Не надо такого делать. Кирилл, вот это залипа. Это реально прикольно. Мне очень нравится эта игра.
Я знаю, еще на Nintendo вроде Switch есть игра вот эта. Но у меня нет Nintendo Switch, у меня Nintendo 3DS есть, да. Научим совать вместе с вами. Так говорите, как будто бы я шарю, как это делать. Я вообще чиста. Чиста, как киста, понимаете? У меня, возможно, киста в ухе, кстати, чат. Какие вы пошлые, фу. Вообще, суйка по-японски это арбуз. Так что все. Закроем тему. Ну ладно, хорошо. Так, вот это вот сюда. Ой, еще больше, еще больше. Корневил, куда ты залез? Прям на хлеба. Я бы сейчас... Ну ладно, ничего страшного, не будем ругаться. Не будем ругаться, останемся в хороших отношениях. Хоть ты не туда лезешь вообще. Туйота. Я не думала, что так читается. Ну вообще суика. Суика. Как-то так читается. По крайней мере, пишется, я не шарю за японский. Окей, я за японский не шарю, потому что меня не спрашивают. Я знаю, как сиськи по-японски. А кто? А это кто фиолетовые волосы? А, это Гао. Это Гао. Гао. Или как? Гао. Я просто пытаюсь вспомнить, как по-китайски высокий. Высокий просто Гао. Я не помню. Вроде бы... Сейчас. Первый тон. Вторым тоном. Типа Гао. Вот так. Гао. По-китайски высокий вроде. Ну, конечно, про Гао так не скажешь. Корневик залез на хлеба. Я надеюсь, никто не против этого соседства товарного. Гао никто не помнит. Почему никто не помнит? Все помнят, я помню. Вечная память. Как-никак. Гао, почему Гао не может соединиться с другим Гао? Сделайте нам Корневила. Два Гао, сделайте нам Корневила, пожалуйста. Это моя маленькая просьба. Нет, птенец, ты их разделил! Ты их разделил! Нет! Ты их разделил? Как Моисей разделил море. Кошмар. Ну и ладно. Мы еще разберемся с этим. Мы еще с этим разберемся. Я думаю, просто немножечко тут сижу. Из-за того, что спрайты были нарисованы год назад, дизайн Гао был старый. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Погодите, вы год назад это делали? Спрайты, нифига себе, как давно. Ну я рада, что это наконец-то свет увидел, потому что это очень классно. Не знаю, зачем Хлеб меня так торопил со спрайтами. Слушайте, главное, что вы все сделали и получилось классно. И я рыгаю еще. Слышите? Каждый раз, когда я роняю какую-то штучку, я рыгаю. Это прикольно. Я, блин, вчера сидела, я отбила все руки об стол, потому что меня Хлеб попросил записать то, как я бью руками по столу и ругаюсь. Это чтобы в игру добавить. И я отбила все свои ручонки, понимаете? Но это того стоило, опять-таки. Сейчас, секундочку, смотри. Чат. Да какой год назад не так давно было? Вот я и удивляюсь. Год назад я была маленькой, неуверенной в себе стримершей, Которая немножечко бубнила вот так. и только нащупывала свою какую-то ебанцу. Наверное, это можно так сказать. Так, погнали далее. Продолжаем наш чудесный экспириенс. Вот сюда. Но! Ой, спасибо, огромное спасибо. Отлично, отлично идем, отлично, зашибись. То, что надо. Почему вот только Гао не может соединиться? Няшка! Где? Не знаю таких, не знаю. Кстати, Отто, как тебе моя новая притча, а? Я, наверное, под конец стрима покажу вам, как у меня испортился предыдущий атлас модельки. Потому что я из-за своих видоизменений сломала свою модельку, и я вряд ли смогу вернуть себе хвостики теперь, понимаете? Так что постараюсь еще покумекать. И пока я с этим говном разбиралась, я все поломала. Я все испортила. Но я тушенка реально няшка. Спасибо за Metal Pipe. Я их столько наслушала, что они мне теперь сниться будут. Наконец-то, оказывается, почти 2 года стримишь. Я думал, меньше. Куда бы ты примелите? Да, но я 2-й год не достримлю, блин. Какой ужас от этого
осознавание, капец, блин. Ай. Вообще, да, почти 2 года. Пезвин, конечно. На 2-й год не дотянул. Нормально, прям альтушечка. Ну ладно, я возьму это как комплимент. Просто знаете, в чем дело? Еще из-за того, что все попортилось у меня и 2-я прическа выглядит странно. Она выглядит объемнее из-за того, что вот эти вот пряди коротких волос, они не убираются теперь. Что я все неправильно сделала. Типа я выгляжу вот так. Я выгляжу очень странно. Это как будто бы... Это как уши выглядят собачьи. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Да? Есть такое? Ну, по мне даже прикольненько. Но надо вам показать, как выглядит моя поломанная моделька. Это просто угар. Вот так лучше, думаете? Давайте туда оставлю. Типа, мне не сложно. Мне не сложно. Опа. Ёж, реально, я как Соник. Ну, на собачьи уши похоже, да? Я теперь псина. Слушайте, если у кого-то есть возможность купить кошачьи ушки, сделайте это. Мы притворимся, что я койот. Я устрою вам ролл-плей. Вы застряли в пустыне, вы при смерти, и вас собирается съесть койот. Да, мы устроим такой небольшой ролл-плей. Да, хорошо, я поняла вас. В пустыне просто так не облуждают. Я вижу, ты при смерти, ты уже поняешь, да. Ну ты обезвожен, такое бывает. Ну знаешь, я койот. Я отделилась от своей стаи, и я тебя сожру к хренам. Я вырву тебе все твои внутренние органы. Я буду держать твое сердце в зубах, медленно его откусывать, пока ты будешь еще в сознании. Давай. Блин, кстати, реально прикольно выглядит. Таешкин, ты Матрешкин, снимаю шляпу. Да! Реально классно смотрится. Чат, вы гляньте, а? Йо! А если... Конечно, все опять-таки немножечко поломано, но ничего. А? Волчица и пряность, или как там реально похоже? Шляпа на место, шляпа на борт. Круто выглядит! Ладно, хорошо, тогда ничего страшного, что моделька поломалась. Зато теперь у нас есть псина Воми. Оставайся с ушами только за ваши крестики. Добро пожаловать на сервер GTA Воми РП. Блин, боже мой, я хотела очень долгое время когда-нибудь попробовать РП, какие-нибудь РП-сервера и так далее, потому что мне кажется, довольно интересная штука. Но мне кринж немножечко все равно бывает. Мне кажется, было бы прикольно попробовать. Хотя, скорее всего, у меня реально РП были бы по типу, как в детском саду, знаете. Я собачка, давайте поиграем в семью. Ладно. Хорошо. Я хорошо гавкаю, кстати, чат. Норм получается. Я очень хорошо звуки обезьяны делаю еще. А гавкать я не знаю. Я еще неплохо делаю звуки чаек, кстати, но мне нужен звуковой референс перед этим. РП такие, типа, я медленно встаю с инвалидной коляски. Это да. Я помню, мы как-то с сестрой РП шили с этим самым, с Леоном каким-то. И мы там писали какую-то хрень, типа, она снова упала, и у нее сломалась коленная чашечка, и она заплакала. Вот это и мои РП. Это просто безумные крики его. Ладно, да, в принципе, разницы особо нет. Это не обезьянка? Нет, это обезьянка. Я-то знаю, я была ей, как обезьянка однажды, много-много лет назад, знаете. Но из-за эволюции я стала такой. Кого винить теперь, Бога или Дарвина? Она офигела, потому что подумала, что скажет, что она дура. Мальчик, что это, как ты могла? Я же любила тебя. Мальчик ударил по хребту. Да, это был бы мой РП. Не, я, скорее всего, реально притворялась бы какой-то собакой. Я, кстати, когда мелкая была, и мы играли в такие дочки-матери, или какую-нибудь такую шнягу, или в магазин, допустим, условный, да? Привет, Ясу! Я всегда хотела быть каким-то злодеем все время. То есть, если мы играли... Сука! Сука!
Короче, если мы играли в магазин, то я хотела быть вором. В законе, да? Петь Владимирский Централ и прочую такую ерунду. 1238. Мало. Мало, нужно больше. Или если мы играли в семью, то я была бы кошкой, которая злая и всех царапала. Я была только вот такой. То есть мне все время хотелось быть таким антигероем в истории детских ролевых игр. Понимаете? Так что, возможно, если бы я устраивала какой-то РП, то я, скорее всего, такой бы была злодейкой. Хотя фиг знает. Некоторые мои стримы, наверное, можно назвать РПшными в той или иной степени, потому что я продумываю сюжет, и мне это очень нравится делать, да? Придумаю что-то необычное, какую-нибудь такую шнягу, чтобы, не знаю, чтобы зрители со мной интерактив какой-то со зрителями устроить. Это моя самая любимая вещь. Сейчас я такое, конечно, почти не делаю, потому что, знаете, скоро уже отчаливаю, да? Но все равно как факт, мне такое очень нравится. Ай. Если мы играли в магазине, я был мега пачкой чипсов с крабом. Звучит очень-очень круто. Я бы тебя украла. Просто чтобы позлить честных людей. Не такая, как все. Возможно, в этом и проявлялась моя нетокусичность. Я еще, знаете, что любила делать? Ладно, это как минимум у меня один раз было, я точно помню. Я любила переигрывать одни и те же моменты в наших детских играх по миллиард раз. Я помню, я видела момент Винкс, я смотрела Винкс просто тогда утром, да, по СТС. И там был момент со злобной Блум. Вы видели когда-нибудь злобную Блум? Именно вот в ее каком-то там наряде. Сейчас давайте покажу вам, я сейчас найду ее. Dark Bloom, думаю, сразу найдется. Dark Bloom Wings. Да, вот нашла прям сразу же. В общем, вот она. Я ее увидела, я влюбилась, я обожаю, потому что злодеек. Но просто дело в том, что перед всем вот этим вот дерьмом ее типа сковали, и она там такая корчилась от боли. Правда, конечно, мы знаем, как Винкс корчится от боли, они жестко стонут, да? И я с девочками скооперировалась с 3 и заставляла именно этот момент их переигрывать 800 раз. Типа то они связанная Блум, то я связанная Блум, вся ерунда. И я 300 раз их заставляла меняться ролями, чтобы мы проигрывали этот момент много-много раз. Вау, красотка, ну да, я обожаю, блин, темных девиц. Опять-таки, я обожала Трикс. Трикс мои самые любимые были. Я ненавидела Винкс в какой-то степени. Вот Трикс я обожала. Вот прям безумно. Я не знаю, меня всегда тянуло к злодеям. Реально как не такуся звучу. Ну просто в детстве реально такое было у меня, да. Такая штука. Повернута была на злодеях немножечко. Все время женские персонажи меня только упарывали. Мужские не особо. Ого, сейчас. Давай. А, кстати, откуда у нас Гао появился? Как-то шустро он у нас появился. Дарси вообще просто супер. Ну, Айси. Айси прям вообще. Я обожаю Айси. Моя самая любимая женщина, моя мать. Вторая. Боже мой. Я всегда любил злодеев, а не героев. То же самое. Мне даже Робби Злобный нравился из Лентяева. Типа, ну... Я все время болела за Робби Злобного. Может, поэтому теперь ленивая манда такая, ну фиг знает. Сестренки Трикс лучшие, вообще просто их обожаю. В детстве мамечка любила БДСМ и игры со связыванием. Возможно, так и было. Я любила повязывать себе шарф каким-то необычным способом, делая из шарфа туп. Типа сейчас это тренд. Но в то время мне было лет 7. Так что это был просто идиотизм, знаете. Я немного опережала в свое время просто. Я опережала время, я опережала моду на несколько лет вперед, понимаете? А меня не слушали, потому что я была маленькая. А теперь смотрите, где мы. Я играю в игру по мотивам себя. Теперь мое детство, мне кажется, скучно. Я не знаю, что у меня прям такое экстраординарное детство было. Я просто была девочкой. И очень многие медиа были сделаны для девочек. Именно, как по мне, вот эти вот ранние 2000-е прям как будто бы сделаны специально для девушек. И я прям благодарна за этот период. Потому что мне кажется, что именно в этот конкретный период времени, извините, я немножечко повторяюсь,
Появились лучшие мультики. Лучшие, не знаю... Что лучше? Лучшие девочки в виде Трикс, да? Вот очень много всего крутого было именно для девочек. Классные куколки, классная шняга, Корневил, привет. И все такое. То есть был классный период времени тоже. Для женщин. Для пацанов не знаю, я все-таки долгое время была в женском теле и в нем остаюсь, знаете, мне все нормально. Я не могу судить за мужчин. О, да, наступи на меня с Сторми, да, боже мой, она такая классная. Всех люблю. Воми создала моду, да, это верно. Вы бы видели, как я наряжаюсь? Я каждый день наряжаюсь по-разному. Потому что мне в кайф. Мне нравится выглядеть всегда по-разному. Я просто в последнее время начала меньше стесняться того, как я выгляжу. Да. То есть у меня это в принципе, не знаю даже, как сказать, наверное, уже чуть меньше года назад я уже стала более спокойно относиться к тому, кто я, как я выгляжу, что, к своему отражению в зеркале, к своему телу и так далее. Именно поэтому я сейчас более открыто наряжаюсь, да. Я люблю теперь обтягивающие вещи. Блин, боже мой, если бы я в свой пубертатный период увидела себя сейчас, я подумала, типа, да быть такого не может, чтобы ты носила, блин, облегающие штаны и не комплексовала насчет ляшек. Типа, вот такая хрень. Потому что у меня раньше прям вообще комплекс был. Сейчас я вообще чувствую себя нормально и счастлива. Это круто, рада тебя, спасибо огромное. Райден, привет! Привет, Райден. Ну, короче, жизнь прекрасна. Я начала делать яркие макияжи, я гоняю по секонд-хендам, собираю всякие, блин, комплекты одежды себе. Короче, вообще, прям погрузилась во всю эту тему. Я, если что, еще и за моду шарю, в принципе. Я немножечко так могу даже сказать, какие мои любимые модели есть у меня, да? Как минимум на первом месте у меня была и будет Шалом Харлоу. Боже мой, я обожаю Шалом Харлоу. Все, поделилась просто. Жизнь прекрасна, полностью с тобой согласна. Любите жизнь. Жизнь прикольная. А если она не прикольная, то она просто тестирует вас. Но она тестируется, устанет, и потом снова жизнь прекрасно станет, понимаете? Тойота. А я думала, сейчас хлеб упадет. Нет. А ну-ка. You stupid. Ты выбрала быть счастливой. Это был очень долгий период. Это было очень долгое становление. Но оно того стоило. Комплекс должен быть только зенитно-ракетным. Да! Да! Я просто подтвержу твои слова. Да, я полностью с тобой согласна. Полностью солидарна. Это верно подмечено. Я просто не особо шарю. Ура, гаечек. Да тут все ура. Все ура. Когда мы дойдем до моего папы? Вопрос только. Надо создать моего отца. Давайте, быстро. Блин, я не могу. Мне очень нравится. Мне очень нравится так время проводить. Меня даже сейчас, знаете, что? Мне даже голова теперь не болит. Все, я излечена. Как прекрасно. Жить прикольно. Я даже не знаю сейчас, о чем поговорить. Как у вас дела, чат? Давайте тогда так начнем. Как у вас дела? Есть чем поделиться, что рассказать, что обсудить? Потому что у меня, знаете, я сейчас как-то чрезмерно счастливая стала, у меня теперь в башке полный тотальный коллапс. Я максимум только до твоего отца дошла, это звучит очень странно. Я дошла до твоего отца, открывая дверь. Так. Так что, иди до него он в соседней комнате, где-то как-то узнал. Кто узнал, что он в соседней комнате? Ты что, следишь за мной? Ай! Я чуть не уронила воду. Не да. Чуть не уронила воду. Не благодари за лекарство от головы, с тебя 20 тысяч. Ну скинь мне 20 тысяч, я тебе заплачу. Вернее, даже так, скинь мне 23 тысячи, я тебе оплачу, плюс еще комиссию погашу, да? Скиньте ссылку на игру. А она вот закрепленная, Хлеб ее закрепил. Но если что, я ее потом продублирую после стрима у себя в группе ВКонтакте, так что можно еще и там будет чекнуть. Вот, да, закрепи чат, как написал Хлебушек. И еще Хлебушек! И у нас Карамба еще одна родилась! Ура! Ура, еще одна Карамба! Больше Карамб, богу Карамб. У меня что-то нет закрепа. Тогда я после стрима скину обязательно ссылочку. Да, он мне привет сказал, чай с ним попили. Приятный мужик, заранее извиняюсь. За что ты извиняешься? Мой папа реально приятный мужик. Ну реально, папа клевый у меня. Вот у меня потерялся переход.
Это что ж такое-то? Вот у меня потерялся переходничок, теперь не могу нормально гитарки записывать. Блин, капец какой-то, как не вовремя. У меня ж папа с тобой хочет фит записать. Быстро чини! Быстро чини! Значит, как-то так. Мир не услышит, блин, великого Отто-витубера и моего папу. Да быть такого не может. Карамба, 1000 чертей. Но их всего 2. Тут 2 черти. Тут только 2 черти. Так, а ну-ка. Блин, я что за Стас и Борецкий у меня? Борецкий же он, я не помню. Папа. Привет, папа, привет, папа, привет, папа. Ты же мой переходничек. О, начинается флиртовское, блин, действие. Капец какой-то. Каждый раз, когда в моем чате появляется Отто, у меня чат превращается в какие-то, блин, яойные фанфики. Я искренне не знаю, как к этому относиться, если честно. Неохота как-то старый проект кидать. Ну ничего страшного. Слушай, я в любом случае на связи буду. У тебя же есть мой телеграм, так что если что, со мной спишешься. Я, наверное, знаете, мне обязательно нужно провести один стрим, который у меня уже очень-очень давно готов. Да. Мне нужно его провести, а потом я просто сделаю анонсик, что типа... Я возвращаюсь в магию, ребят. Короче, мне нужно обязательно сделать этот стрим. Он у меня давным-давно готов. Стрим, над которым я запариваюсь, он такой тоже необычный. Да? Так что будьте готовы. В скором времени, я надеюсь, я найду силы и я постримлю его. Вот. Там будут подсказки, там будет всякая другая ерунда, да. Все такое. Ну это такой вот, ну вот да, он тут настонал мне, я клянусь, на бан, наверное, на Твиче. А ну-ка, тушенка, еще сюда. И еще сюда, тушенка. Опа, опа, опа. 998 только очков у нас, что так мало, нужно больше. Ты же мой разъемный мини-джек. Ой. Блин, я бы тоже какой-нибудь такой каламбур вкинула, если бы я шарила. А я не шарю. Я не шарю. Мне еще записывать кавер. Блин, я клянусь, мне когда-нибудь тоже нужно записать кавер. Не потому, что я хорошо пою и человечество должно это услышать, а потому, что мне просто хочется спеть что-нибудь, послушать это и понять, что типа, нужно ли мне продолжать это делать или нет. Но просто, я не знаю, я на моменте записи просто себя кринжу и в итоге ничего не отправляю. Человек, который должен все это свести. А именно Галу. Галу просто мне, наверное, год назад предлагал записать кавер. Я, по-моему, об этом рассказывала, но опять-таки я просто безумно застеснялась и ничего не скидывала в итоге. Да, я стесняшка, я боюсь своего голоса. Пожалуй. Пожалуй, да, я в какой-то степени стесняюсь своего голоса, наверное, певческого. Почему-то. Прям вообще через себя переступить не могу. Я все время думаю, что, блин, нужно пойти потренировать вокал. В будущем пригодится. В итоге сижу такая... Нет, людей вокруг слишком много. Дома есть люди, они будут меня осуждать. Так, людей дома нету, но за стенкой сидят соседи, вдруг они услышат. И тогда люди узнают, что я учусь петь, а это нельзя так делать. Она боится гаечиков, да, я стесняюсь гаечиков, я всех боюсь, я всех стесняюсь. Понимаете, да? Я преисполненная в сознании, я... уверенная в себе девушка, но не настолько. Не настолько. Эй, занятые такие. Так мы тоже. Я тоже. Я клянусь, я стримила бы чаще, если бы не все дела, которые мне нужно делать в реальной жизни. Какой-то ужас. У меня вода заканчивается, прикиньте. Капец какой. Но, опять-таки, мы еще не дошли до... минимум до 2900. Так что мы будем продолжать играть в эту игру, пока у меня не отвалятся пальцы, пока люди не уснут, пока от меня все не отпишутся нафиг, да? Мы будем этим продолжать заниматься. Где стоны мои? Отто, где стоны? Я не услышала прямо сейчас стоны, когда ты, блин, когда два хлеба соединились. Где? Меня наколебали. А ну иди сюда. Оп, 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 оп. Ведь как красиво. Угу. Зато есть чем заняться с другой стороны. А чем заняться? Я вообще ничего не делаю, у меня долгов на 2 недели. Нифига. На 2 недели. Лучше ты такого не доводить, конечно, а то потом долги разгребать, это, конечно, просто придурь какая-то.
Страшно. Я не слышу хруста безе, я не слышу... О, услышала, все, хруст безе был. А где хруст костей? Вот. 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 А ну-ка. Блин, все, не хрустит. А, не хрустнуло. Вот, хруст костей. Все, гештальты закрыты. Отлично. Так, окей. Теперь у нас вот это вот сюда. Вернее, как это? Вот это вот. Вот этот хлеб вот сюда. Теперь мы... Маленькую штучку. Нет! Нет! Маленькая штучка, за что? Это через. А ну-ка, а ну-ка. Сейчас. Ну да. Да почему ты не туда падаешь? Куда я хочу, чтобы ты падал? Маленькая зараза, мелкая. Я про себя. Я могу называть себя мелкой, вы не можете. А теперь вот ты вот сюда. Да за что? Я по этой причине нифига сегодня не делаю. Мама по работе в Москву на пару дней смоталась. Думаю, целый день буду заниматься чем хочу и там записывать всякое. По итогу сходила с утра в магазин, вернулась, и там бабушка, она уже полдня тут. Выгони бабку! В чем проблем? Выгони бабку, тебе нужнее. Будь мужиком, выгони женщину из дома, давай. Да, немножечко вредный совет, но кто хороший? Кто хороший? Принести воды тебе. У меня бутылка, в принципе, еще, наверное, на глотков 10 хватит. Так что, если что, я сама сбегаю. Спасибо большое за предложение, мама. Люблю тебя, мама. А я продолжаю тут заниматься градостроением. Так, окей. Вот это вот мелкая, она меня бесит. Она меня бесит. Да и великовозрастная тоже бесит. Что за ерунда? Так, тебя сюда. Тушеночка, тебя сюда. Мега. Тебя сюда. Угу. Тебя сюда. Зашибись. Тебя сюда. Да. Да. То, что надо. Давайте мне еще мелкую. Дайте мне еще мелкую. Нет. А, все нормально. Как говорит наш обожник, а кому сейчас легко? Миллионерам, непо-бейбикам и миллиардерам. Ну да. Им легко. Всегда было и всегда будет. Почему я не непо-бейби? Я хочу! Реально, почему я не непо-бейби? Это было бы самая крутая, блин, шняга в моей жизни. Ни о чем не париться. Ходить, не знаю, на Манхэттене, закупаться всякой шнягой. Жить в Нью-Йорке, прямо как, блин, героини сериала «Секс в большом городе». И пить кофе в Starbucks. И при этом, чтобы тебя по блату звали на всякие выступления, блин, либо модельный бизнес, просто потому что ты, блин, дочка Моники Белуччи. Почему я не непо-бейби? Ну ладно, надо все равно быть благодарным Бейонсе за то, что ты сегодня проснулся, фиг знает. Мне, кстати, так нравятся мемы по типу «Спасибо, Бейонсе». Я очень сильно эту шнягу люблю. Вы слышали, вы смотрели такие мемы? Я обычно их в ТикТоке наблюдаю. Типа «Спасибо, Бейонсе, за то, что я сегодня встала утром». Вот такое. Мне очень просто безумно нравится, что все Бейонсе благодарят теперь. Это же все случилось после вот этого скандала с Пи Диди, да? Вся ерунда. Пи Диди, мразь! Ну, спасибо огромное за шутки про Бейонсе. это было и есть очень смешно для меня. Я вообще смеюсь со всякой ерунды все время, так что, в принципе, это неудивительно, что мне это понравилось. Карамба, если ты сейчас вылетишь за пределы, я тебя забаню в чате. Она хотела бы жить на Манхэттене. На Манхэттене. Вопрос таков. Кто бы не хотел жить на Манхэттене-то? Не хотел рыгнуть, блин, и спросить при этом, а? Да мне не получается! Ладно, я походу все уже сонная. У меня в последнее время почему-то не получается функционировать по ночам. Раньше у меня получалось. Сейчас не особо. Не сука! Реально сука! Отто баним. Баним Отто. Он вылез за пределы своей, блин, шевелюрой. Мы его сначала обстрижем на лысо, потом забаним в чате.
1675, кстати, уже лучше идет. Идем на рекорд, некий, наверное. Ладно, хорошо, уже лучше. Мелкое сюда, большой сюда. Чуть посреднее, вот сюда. Не смей улетать. Не смей пердеть. Вот чего ты сразу? А чё ты? Я так хорошо шла. А ты, блин, своей головой вылез за пределы. Так, Тушоночка, вот сюда вот. Ото, останови, пожалуйста. Тушоночка, ты почему отлетела от Ото? Вы расстались, все? Искра все? Искра прошла? Конфетный период, все? Понятно все с вами. Шевелюрочка, надо тебя обстричь. Вот ты изменил мне просто схем. С кем? Есть видео доказательства? Не то чтобы мне интересно, просто спрашиваю. Так, окей, Тойота, блин, мы все это понимаем, мы все это принимаем. Так, окей, теперь мы берем... Нет, наверное, это была плохая идея, ну и фиг с ним. Плохие идеи в один момент могут стать хорошими идеями. Мы не торопимся с выводами сильно. Так, хорошо, теперь вот это вот сюда. А теперь вот это вот сюда. Нет! Тушонка, ну отстань от птенца волонца! Зачем ты вот сюда залез? Нет! Ну ладно. Да, сюда. Отлично. Отлично. С Мегатом? Каким из? У нас тут много. Или он тебя с несколькими одновременно изменил. Вот так это должно работать. Это жесткий гэнгбэнг случился у вас еще. У птенца есть ну да, знаете что. У него много всего есть. И алкоголизм в том числе. Но, в принципе, не так уж и плохо. Это, наверное, уже просто, знаете, в генетическом коде у русских людей заложено быть, не знаю, находить привлекательными людей с алкоголизмом. У меня бабушка такая была. Без турецкий сериал буду смотреть, почему ты изменил тушенки. Я не знаю, но тут прям начинается какая-то жесткая разборка. Отто себя клонировал, потому что хотел, чтобы хотя бы его клон сделал все правильно. И чтобы хотя бы его клон сделал тушенку счастливым. Там, я не знаю, так это, наверное, должно работать. Я могу реально сидеть тут сериал какой-нибудь придумать. Дайте мне время, я напишу целый сценарий. Я напишу целый сценарий, потом вы можете выдвинуть это куда-то на какой-нибудь, я не знаю. Не знаю. На какой-нибудь фестиваль киношный, знаете. Молодых артистов. У нас 3 амы! У нас 3 амочки. Слишком много. Нужно уменьшить. Вове напишет фанфик, я никогда этим не занималась. Мне вообще кажется, что я довольно хреново пишу. Я не знаю почему. Мне очень тяжело дается написание каких-то сценариев, блин, рассказов и так далее. У меня не очень какой-то поэтичный слог. Знаете, вот некоторые люди, они прям как будто бы рождены были с пером в зубах. Вот прям их из матери достали, они уже там перо в зубах держат, блин, и у них уже скачан фигбук, там вся ерунда. А у меня почему-то не получается писать. Вот некоторых прям читаешь загляденье, блин, какие словесные обороты, какое построение предложений. Я, блин, пытаюсь что-то написать, я чувствую себя очень тупо. Я не знаю, с чем это связано. А ну-ка, начинаются разборки. Птенец молодец, он вообще не дотрогал у нас, оказывается. Все понятно, все с тобой, Птенец молодец. Вообще-то нельзя к тебе прикасаться ни в коем случае. Не троган, не целован. Как много нас с тобой связывает, Птенец молодец. Я клонировал себя, дабы устроить крестовый поход в поисках Литра. О, нифига себе, ты вспомнил, блин, про свою цель. Чем больше амочек, тем лучше. Чем больше амочек, тем больше ямочек. Ну ничего. Корневил вылез. Мне, наоборот, письмом писать легче, чем ртом. Мне вообще наоборот. Мне гораздо легче именно проговаривать что-то. Потому что как будто бы есть больше шансов совершить какой-то маневр словесный. Я не знаю. Я не могу сказать, что я прям оратор, знаете. Но болтать вроде бы умею. Иногда даже могу какие-то сложные, блин, речевые обороты устраивать, там фиг знает, да. Иногда получается, сегодня не особо, как мне кажется. А еще я просто умею болтать без умолку. Ну такой, знаете, скилл стримера. У каждого стримера, мне кажется, должен быть такой скилл. Умение просто болтать без умолку. Что я не знаю.
Вот просто вот как зрители, скажите, пожалуйста, я сама как человек, я не особо часто смотрю стримы, хоть я и стример, да? Но просто как мне кажется, что если ты заходишь на стрим и человек молчит, ну, тут как будто бы уже, я не знаю, это, во-первых, скучно, а во-вторых, непонятно, что происходит на стриме. Вы же, обычно люди не сразу же минута в минуту приходят на стримы, да? А слегка позже. Когда непонятно, что происходит, когда стример при этом молчит, как будто бы даже и взаимодействовать не хочется. Есть у вас такое? Я и так не взаимодействую, типа, на стримах, я испытываю неловкость. Я прям, знаете, я прям стесняюсь писать на стримах у других людей, даже если я с этими людьми знакома. Типа, я когда у Гао или Оту писала что-то на стримах, я просто такая сидела и думаю, типа, лишь бы не заметили, лишь бы не заметили, лишь бы не заметили. Они замечали, и мне приходилось дальше вести диалог. А мне неловко, вообще капец, не знаю, с чем это связано. Так, дико извиняюсь. Да, еще болтушка, подружка, блин, болтушка прям как яичница. Болтунья. Мне брат, когда нажирается, потом ртом... Я такого... Боже мой, я пытаюсь просто понять, что ты там написал. Я такого, короче, разговорчивого стримера не встречал нигде. А вот все, у меня, видите, у меня вместо языка вибратор, мне хрен остановишь. Да? Блин, вы видели, какой у меня язык подвижный, это капец. Просто так шоу говорю. Факт, надо говорить на стримах, поэтому у меня нет стримов уже давно. Вообще говорить, заставлять себя очень сложно. Иногда прям хочется заткнуться и просто созерцать. Я не знаю, у меня просто всегда такая шняга была. Я люблю комментировать вещи очень сильно. Для меня это, я не знаю, отдельный кайф. То есть я долгое время, еще до того, как я начала стримить, я любила разговаривать с телеком очень сильно. Я любила комментировать свои какие-то мысли. Я говорила свои шутки вслух, сама с ней хихикала. То есть, я не знаю, у меня все время есть такая потребность о чем-то разговаривать. Иногда есть желание заткнуться и посидеть, посозерцать, как я и сказала ранее, да? Но все равно вот эта вот моя болтливость, она проскакивает. Потому что в реальной жизни я обычно такой, знаете, серый кардинал. Я просто сижу, иногда что-то вкидываю смешное, люди смеются, такая думаю, ага, прикол. Оказывается, я могу общаться с людьми, и потом сижу, дальше молчу. Привык у моих хайповых смотреть, где чат летает, и никто его не читает. Ну, да. Как удобно, когда можно удалять свои сообщения в чате. Ты что ты там? Я же все равно могу посмотреть, что ты там удалил. Я не понимаю. У меня почему-то слетел из чата на этом самом OBS, я не могу увидеть кастомные эти самые смайлики почему-то. Ну ладно, ничего страшного. Я люблю больше слушать, чем говорить. О, да, я тоже довольно хороший, благодарный слушатель. Ой, мне так, по крайней мере, говорят. Сейчас, погодите, я упомяну, что у меня подвижный язык. Погодите секундочку. Как это можно назвать? Flexible tongue? Как это, чтобы в картинке показать, что я могу делать или что не могу? Все. Так. Я сейчас смотрю на кучу фоток языков. Некоторые из них очень отвратительные, фу. Хи-хи, я могу вот так вот делать языком. Ща. Я могу вот так вот делать языком. Ну, понятное дело, я могу в трубочку сворачивать язык, да? Я, короче, вот это вот могу делать туда-сюда. А что, вот это вот сложно, что ли, делать? Да, вроде не. Вообще легко. Я вот это не могу делать. Я вот это не умею делать вообще. А что, это, что ли, сложно делать? Фиг знает. Я умею пускать мексиканскую волну своим языком. Я клянусь, если передо мной... Я когда-нибудь окажусь в компании лесбиянок и выкину этот трюк, со мной каждый захочет встречаться. Понимаете? Типа, у меня очень подвижный язык. У меня подвижные пальцы, типа, очень гибкие, да, и подвижный язык. Вот такая вот ерундистика. Может, из-за этого я болтаю без умолку. Возможно, из-за этого в этом причина всех моих бед. И ваших головных болей из-за моего постоянного трындежа. Ну и ладно, ничего страшного. Потерпите. Год-то уже терпите, почти 2. Реально, почти 2 года уже. Жесть! Как быстро время летит, когда тебе хорошо. Фига!
Давайте еще больше. Мне нужна еще одна амочка. Желательно где-то вот в этом пространстве. Так, хорошо. Птенец, молодец. Вот тебя мы вот... Я боюсь мелкую куда-то, блин, засовывать, иначе она потом, блин, застрянет где-нибудь. Ладно. Ладно. Так, ты идешь сюда. А? Так. Теперь сюда. А теперь вот сюда. Мне кажется, я какую-то чушь сделала. Ладно, хорошо, все нормально. Сейчас мы все устроим. Мелкая сюда. Нет, я боюсь. Вот это вот сюда. Нет, стой! О, нет, все нормально. Удивительно. Так непривычно, когда теперь Вовя называют меня Амочкой. Я сама долго привыкала, я клянусь. Каждый раз, когда ж писали люди, типа, Ама то-то сделала, Ама сделала это, мама криминал. А я сижу такая, думаю, кто такая Ама? Кто такая Ама? Я просто привыкла тебя называть Карамбой. И все. Ну теперь я тоже привыкла тебя называть Амочкой, так что все. Мне тоже срочно нужна одна Амочка. Ну, извините, Амочка у нас эволюционировала в Гао. Ну, если ты расчленишь Гао, наверное, получится, что у тебя будет 2 Амочки. Можешь проверить на свой страх и риск, наверное. Можешь рискнуть свободой. Так, теперь вот сюда, вот сюда. Вот сюда, сюда. О, Ама! Сюда, сюда, еще Ама! Больше Амы! Ну такая это ваша Ама? Карамбы, Камарбы. Комар и бочка, да. Моя любимая девочка. Комар и бочка. Кальмар и бочка. Я не хочу меня посадить. Ты не хочешь 2 Амочки себе? Что? Слышал Metal Pipe? Это Metal Pipe разочарование. Позор. Ой, боже ты ж мой. Я никогда не привыкну к этому стону. Ты можешь расчленить ганной планеты и будет 2 Амочки? Ну и слушайте, я руководствуюсь логикой этой игры. Наверное, это должно поступать так. Я принимаю все, что происходит в играх, за чистую монету. Понятно? Я искренне верю, что на Марсе была экспедиция Человека-собак. Хорошо? Ну что все. Если не будет Гао, то с кем мне теперь ездить на дачу, овощи поливать и ныть в личке? У тебя будет 2 Амы. Все просто. Ой, Гао, спросить, мы там были. Хотя, знаю, вот он только за, я думаю, он за любой движ, за любой кипиш. Просто так смешно звучит. Возможно. А Гао здесь нет, он просто уже сам себя делит на 2, понимаете? Он хочет стать 2 красивыми девочками. О, давайте, целуйтесь! Произошел изоский засос. Так, хорошо, теперь у нас есть мой папа. Так. Быстро думаем. Почему ты туда закатилась? Раз, 2. Еще Амочка. Амочка. Так. Теперь сюда. Ага. Теперь сюда. О, отлично, неплохо. Нет, в принципе, не все не так, как я хотела. Если любой движ, особенно с расчлененкой. Ну вот, лишь бы не меня, знаешь. Топоры теперь для Гао у нас предназначены. Меня не трогай. Я выпишу ордер, чтобы ты ко мне не приближался, если ты будешь, блин, показывать мне свои топоры, понял? Туйота. Так, теперь сюда. Вот сюда. Нет, можно сюда. Наверное, сюда легче. Нет, я хотела, чтобы он на этого хлеба упал. Но почему все идет против меня? Что за ерунда? Это бесчестно. Так нельзя поступать. Я же могу и расплакаться. Так, душоночка, тебе иди сюда. Теперь вот сюда. Ага. Теперь здесь. Убери свои топоры, я обращусь в полицию.
Слышал? Так, хорошо, ладно. Я буду просто тебя игнорировать, пока не станет слишком поздно. И меня не убьют. Так, хорошо, теперь вот... Давай, 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 давай. Отлично, отлично, отлично. Вот теперь вот сюда. Теперь сюда. Сейчас красиво должно получиться. Давай, эффект домино. Ну почему? Я не буду читать твое сообщение, Гау. Ой, Гау. Вот он. Все, всех перепутал, всех собрала. Киберспорт, ребята, реально просто напряг. Просто напряжение такое лютое. Почему? Как бы... Ама! Ама Карамбовна, какого фига? Почему вы тут не соединились? Между мной и Гау блоху буду поставить. Блин, эта блоха потом будет мешаться мне. Так не надо делать. Ай, если сейчас не получится, я заплачу. Целуйтесь! Отлично! У нас все еще 2 амы! Не, просто блох вот этих вот мелких. Ладно, хорошо, их мы можем назвать мелкими, ладно, но я не мелкая в реальной жизни, окей? Они потом мешаться же будут. Их потом хрен достанешь. Они будут мешаться всем поцеловаться. Какая звуковая каша получается, когда я под твой стрим играю? Это просто тест на сумасшедшего. Настоящая СДВГ-пати, я клянусь. Мне иногда кажется, что... Не, ладно, я не буду утверждать. Тогда просто у вас спрошу. Вот СДВГшники в чате, как вам мои стримы? Нравятся? Нормально все? Нейротипики, нейротипики. Эй, слушайте. Движ. Смотрите сюда. Вот нормально мои стримы подходят нейротипичным людям, не? Да? А? Вы как себя чувствуете? А? Во, движ. Во, бесовской движ. Наверное, да? Ой, у меня шляпа меньше стала. Больше сделать ее быстро. Ап! А? Одним движением магической руки. Как вам нейротипики? Супер, я очень рада. Мы принимаем всех со всеми, блин, disorders, со всеми orientations, со всеми. Понятно? Всех республиканцев мы тоже принимаем. Давай еще эмоджи-гибочки на весь экран. Подождите, я же могу такую шнягу провернуть сейчас. Подождите. Я же могу такую шнягу провернуть, эмоджишки ваши. Я помню, я же вроде не убирала эту штуку, да? А, не. Эмоджи нету, зато есть абсолют синема. Зато у меня есть абсолют синема. Слушайте, хоть что-то? Хоть что-то? Ну? Я не могу слушать музыку на фоне, потому что она перебивает мои мысли. Я СДВГшник? Я не знаю. Я не СДВГшник, я не могу тебе ответить на этот вопрос. Metal Pipe. Не хватает Subway Surf. Боже мой, я помню, я пыталась поставить Subway Surf, там, я не знаю, гифку с мылом, чтобы вам интересно было, пока я читала правила игры в... Я даже забыла, как он называется. Короче, в правила игры в Final Fantasy 10, да? А у меня крашнулся OBS. Так что я больше не рискую. Я больше не рискую этим заниматься. Нейротипики сосите. Так что говорила, что я всех принимаю, я передумала. Так, окей, вот это вот сюда. Отлично. Так. Матьё коров где? Да! Мы сделали меня! Собой желательно с уровень злой бабки, желательно матерящийся. Вот, все, я могу устроить, как бы, чем я вам не матерящаяся бабка. У меня бабка есть, кстати. Я могу стать бабкой. Стопэ. А не буду. У меня волосы слетят. А, я же могу вот так вот сделать сейчас. Подождите, я могу вот так вот сделать.
Ща. Кто помнит бабушку? У нас есть бабушка. Чат, у нас есть бабушка. Она все еще у меня в заложниках, кстати. Вы все еще ее не забрали. О, она. Вау! У бабки дэнс! У бабка танцует! Вау! Вау! Бабка танцует! Ладно, бабуль, сиди со мной теперь. Видишь, бабуль, они тебя все еще не забрали из рабства моего. А вот так сильно они тебя любят. Угу. Позорники. Вот это твоя бабушка, если что. Все мы можем стать бабками и детками. Ну, надо подождать какое-то время, наверное. А это тяжело. Ждать всегда трудно. Да кому она нужна? Какие вы жестокие, кошмар. Что, реально так ненавидите свою бабулю? Что она вам такого плохого сделала? Желейная бабка. Она просто танцует, она вспоминает молодость. Она вспоминает там, я не знаю... Что там бабушки? По что бабушки танцевали, я не знаю. Фиг знает, по что-то она там дотанцевала, наверное. Что-то в голове у нее засело, наверное. Может, это деменция в голове засела. Мне так буду знать. Я и мысли не читаю, к сожалению, еще не научилась. Вспомнил это видео с Тиньковым про тебя. Блин, надо пересмотреть. Надо обязательно пересмотреть будет мне. Я, конечно, помню многие моменты там, но прям в деталях не. Что память плохая. Не ждать от меня много, у меня отвратительная память. Так, слишком много маленькой чухни тут лежит. Нужно от нее избавиться. Тойота. О! Блин, соединились бы эти маленькие брошки, две бубы, вообще отлично. О, супер. Нет, она на кухне? Так это доплегангер. Ты шо? Ты думаешь, я бы украла твою настоящую бабку? И сделала... Короче, она не настоящая. Я не могу придумать, как сказать правильно это слово, извините. Я могу на английском попытаться это сделать. На последнем одной из стриме надо посмотреть мои лучшие ролики. Мы с тобой полностью солидарны. Надо их скачать мне, чтобы можно было просмотреть. Еще клипы твои. Да, клипов до хрена, кстати, у нас. Клипов до хрена. Можете еще делать. Делайте клипы, я их обожаю! Клип обязательно нужно заценить у Ситри, который делал. Тоже надо его скачать. Что он офигенный. Честно, вам заплатила за рекламу Тойоты? Мне заплатили? Безусловно. Безусловно, слушайте, это именно столько много и часто проговаривается, что, знаете ли, вы все уже, наверное, приобрели Тойоту, пока идет этот стрим, да? Так же это все работает. Да куда нет? Тойота, бля. Нет! Я ж сматерилась. Нельзя так поступать, Влами, это очень позорно для женщины материться. Сука, Ота, куда ты попилёлил? Ну. Сюда. Не туда! Сюда. Сюда. Нет! Нет! Ну что за ерундулька? Ну, нет! Какая безвыходная ситуация. Хочу пойти на операцию по увеличению хлеба. Мякиш хочешь увеличить немного? Сука! Нет! Мальчики, ужас, мальчики, убийство и голые сиськи. Посмотрите, какая картинка прикольная. Навалено дерьмо, блин. Я шучу, если что. Кошмарики. Ну ладно. Бабуль, давайте поближе ко мне. На плечо садитесь. Нет. На плечо я сказала, садитесь. Мария Ивановна, давайте. Не, она на волосы зацепилась. Ну ладно, будете, блин, как Флинрайдер, который цеплялся за волосы Рапунцель. Хорошо, ладно. Если вам так хочется. Кто я такая, чтобы перечить старшему поколению, да? Всего лишь мертвая девка. А как темно стало.
на улице, да, сейчас вообще рано темнеет. Я вообще ненавижу этот период, блин. Я ненавижу зиму, я ненавижу холодный период. Я очень люблю лето. Потому что в другое время года мне все время плохо. Мне все время плохо, морально и физически. А я сопливлю всегда. А мне не нравится. Еще и опять-таки темно, фу. Как-то безысходно, у меня-то выходные. Безвыходные. Ешкин кот. Я неправильно читаю. Ненавижу лето, я не понимаю тебя. Что ты за человек такой? Как можно ненавидеть лето? Обожаю зиму. Мне вас всех забанить, чешо? Я зиму не хочу. У меня под зиму депрессняк начинается то же самое. Абсолютно то же самое. Мне вот осенью начинается депрессняк. Зимой адски продолжается. И меня это бесит. Прям вообще. Меня даже ничего не мотивирует, типа, зимой. Не знаю, просто хочу, чтобы зима кончилась. Это моя единственная мотивация жить. Лето тоже такое себе, вечный, потный, вонючий, фу. Но если ты дома сидишь, то, в принципе, наверное, норм. Хотя, знаете, я все время, в принципе, стараюсь зачастую дома сидеть. Когда мне никуда не надо по делам, я стараюсь сидеть дома просто. И мне кайф. Но почему-то, когда я дома сижу именно зимой, мне не кайф. Кайф сидеть дома только летом. Только так. Нехватка витамина D, это да. Причем, знаете, я пью активно витамин D. Почему-то все равно чувствую себя плохо. Я все время пью витаминчики, то есть мне прям надо. По всяким медицинским показаниям, прочей ерунде, да. Мне все равно херово. Мне все равно хреново бывает летом. Ой, летом, зимой. Без какой-то. У нас все равно обычно зимой не существует, а летом ужас. Зима, знаете, какая отвратительная, когда она грязная? И вот когда снег почти выпал чуть-чуть, подтаял, вот эта вот грязь, то есть, которая... Зима, когда... Самая ужасная зима, это та зима, которая напоминает весну, которая еще при этом холодная. Вот такое я ненавижу. Если ты, блин, и зима, которую я тоже ненавижу, то хотя бы будь полноценной зимой. Устраивай, блин, огромные сугробы на улице, хотя бы это делай. Делай так, чтобы казалось, что это реальная зима, а не вот это вот позор человечества. У меня зимой в основном происходили самые приятные воспоминания, да и чувствовала я себя лучше. Зимой самая приятная зима была, наверное, зима 2021 года, когда только-только вышел FNAF Security Breach. Я сидела, смотрела в зале прохождение Куплинова на эту игру рядом с зажженной елкой. Вот это приятное воспоминание, знаете, это приятно. Не могу. Вообще, в целом, этот момент, когда был FNAF Security Breach, мне очень-очень запал в душу, наверное, потому что я как бы была фанаткой FNAF, вся ерунда. И для меня эта игра значит очень много. Она дала мне торчок. Она дала мне толчок в развитии моего какого-то творческого, возможно, потенциала, все такое. То есть для меня эта игра является такой очень важной в той или иной степени. И поэтому мне было очень приятно видеть ее возвращение, хоть и, блин, в виде FNAF Security Breach, который мне на самом деле не очень нравится, но просто как факт, как возвращение этой франшизы, это очень дорого мне стоило. Ну, такая приятная шняга была. А зимой прибавляются новогодние вайбы. Нет у меня таких вайбов! У меня только вайб дерьма. Не люблю зиму, вообще нет. Огромный сугроб, прям по-больному. Эти утренние пробки, приход в школу к третьему уроку, кайф. Ой, боже, у меня такого не было, слава богу. Но все равно я ненавижу, блин, эти сугробы, когда они мешают, блин, нормальному движению на дорогах. Ну какого фига? Я и так сейчас, блин, в 5 утра просыпаюсь, чтобы успеть по делам. А мне еще раньше, видимо, придется вставать. Мне когда ложиться тогда? Когда мне высыпаться? Я и так страдаю, блин, из-за того, что мне приходится рано вставать, я мало сплю. Что за ерундулька? Так. Я еще хочу прочитать сейчас, что мне там написала сестренка моя. Так. Раньше ненавидела зиму, сейчас жду и будто приятнее жить. Да, у нас еще Веркек была, на ночевке мы красили лицо под комнату. А, точняк, у нас же Веркек была. Мы сделали легендарные фотки. Я сломала нафиг свой лайнер для глаз.
Потому что я делала макияж Джокера себе. Но это того стоило. У нас есть теперь классные фотки смешные. Но это приятно было, да. Она дала мне толчок. Да, и торчок, и толчок, и все вместе. Спасибо огромное, FNAF. Спасибо, Скотт Коутон. Хочу быстрее, чтобы... Да что ж такое-то, я уже сплю, походу. Хочу быстрее, чтобы снег фигачить иначе. Я бы гулять, наверное, каждый вечер выходил волейбола жестко. Блин, ну ты мужчина, ты можешь выходить вечерами гулять. Я бы тоже, может, хотела вечерами выходить гулять. Но я женщина! Мужчины, к сожалению, очень сильно любят убивать. Особенно по ночам, особенно женщины. Что, блин, я не смогу выходить гулять. Зимой 23-го мы шарили за Резидент, тоже приятное событие. Да, блин, такое ощущение, будто мы за Резидент с тобой начали шарить вот совсем недавно, а уже почти годовщина у нас. Нифига себе. Да, те времена, когда я шарю только за Ред 4. Блин, реально, это не ощущается так, как будто бы очень долгое время прошло, если честно. Как будто вот буквально вчера мы с тобой начали прям сильно углубляться в компьютерные игры. Как будто бы только вчера мы с тобой в третий раз прошли Ри 5. Знаешь, вот такое. Мы просто с сестрой обожаем именно 5-й Резидент очень сильно. Мы не расисты. Мы просто очень сильно любим Шевла Ламара, в целом там прикольный геймплей. Я в Новый год болела, новогодние вайбы. Возможно. Зимой я всегда болела. Хотя я помню, когда я вроде тоже зимой очень сильно простыла, прям капец. И меня изолировали, можно сказать, в другую комнату поместили, чтобы я там спала, никого не заражала. И это было прикольно. Я ела варенье из шишек. Я смотрела мультики всякие на видеохостингах. Это было прикольно. Юпи, это было весело. Но теперь так не поболеешь. То есть обязанности, которые нужно исполнять. Блин, ты не можешь пойти лечь поболеть, дурында. Не забывай. Пропустишь дела, будет худо тебе. Амочка, давай соединяйся. Ну ладно, потом тогда. Так я за этим выхожу по вечерам. Ну что, обязательно наряжайся как женщина. Потом расскажешь про свой экспириенс. 3-5 их мы впервые скачали перед тем, как идти в театр или куда там. Да, мы первую главу просто в таких попыхах проходили. Мы думали, мы успеем ее пройти спокойно, первую главу, до того, как мы пойдем на концерт. Да. На симфонический концерт System of a Down. А в итоге мы в попыхах просто сдерживали там осаду. Нам кричали, типа, девочки, пора уже идти. А мы такие, ща. Мы убиваем коренной народ Африки, подождите. Кто так? Ну, хорошо, ладно, это было классно. Это было хорошо. Блин, даже если так задуматься. Я, знаете, я просто в последнее время начала поддаваться еще какой-то ностальгии или просто каким-то размышлениям о событиях своей жизни. Звучит так, как будто я сейчас расскажу как что-то фундаментальное, но нет. Я просто, например, начала вспоминать, как я отмечала дни рождения в детстве, например. Я сейчас день рождения не отмечаю. Да? Вот только вот мое последнее день рождения родители сюрприз что-то решили устроить. Я более-менее на всю катушку отметила его, да. Но в детстве прям, я не знаю, у меня родители, они всегда очень сильно запаривались. В детстве так особенно. То есть они со мной согласовывали тематику дня рождения. Они рисовали декорации, блин, для меня. Типа там, я не знаю, день рождения в виде принцесс, да. День рождения Monster High, да, держи, дочь, а вот. Мы все сделали, все организовали, купили, блин, всякие салфеточки и прочая ерунда с Драклаурой, что-нибудь такое, знаете? То есть постоянно родители что-то придумали. И Новый год тоже так же отмечали. И просто, знаете, я прям совсем недавно начала насчет этого задумываться и осознавать, что, блин, а ведь не каждый родитель таким занимается. Некоторые просто на стол накрывают и все-таки с Новым годом мы спать иди. А нет, у меня родители конкурсы придумали, у меня родители то придумали. У меня каждый день рождения, до того, как цены повысились сильно на фейерверки, родители фейерверки покупали, запускали их. Я думала, что это в порядке нормы, когда я маленькая была. Я думала, что каждому ребенку на день рождения запускают фейерверки. И потом я поняла, что нет. У меня классная семья. И прям это только после долгого времени начинаешь осознавать и очень сильно ценить. Мам, пап, спасибо, я знаю, что вы смотрите.
Мне еще качалось 5 часов, да. Ща у нас битва в африканской деревне, предки отстой. У тебя классные родители, завидую немного. Усыновите меня позже в очередь, вставай. Мне очень многие хотят стать частью моей семьи. Как мило, да, я про то же. То есть, реально, это я вот совсем недавно это начала осознавать. Просто, знаете, я об этом начала думать еще во времена своего ПМС. У меня что-то ПМС сейчас какое-то очень эмоциональное. Я не знаю почему. Я прям становлюсь очень плаксивая во время ПМС. И я просто об этом сидела, думала, и реально у меня такая... Хорошие родители, у меня слезы наворачивались на глаза. Я такая вообще... Что я вообще бесстрашная стала, что эмоции свои показываю. Блин, нифига себе, твари. Ну, бывает. Что стала я более такая чувствительная, еще более. Ну, просто вас люблю, я тоже вас очень сильно люблю. Помнится, пока у меня отец был живой, аналогично было, он у нас прямо-таки двигателем всего такого в семье был. Блин, главное, что ты... Я даже не знаю, как бы так сейчас выразиться. Главное, что эти моменты были. Да? Да, они прошли, но зато остались самые приятные воспоминания о нем. Это же хорошо, это классно. Блин, мне сейчас слезы на глазах навернутся, боже мой. Что ж такое? Извините. Опять-таки, я эмоциональная сейчас. У меня нет ПМС, я просто очень эмоциональная. Ой. Еще так круто, когда родители разделяют с тобой какие-то увлечения, поддерживают это и тому подобное. Да, мне все-таки очень сильно повезло с родней. Очень сильно. Мне из-за этого, кстати, бывает даже неловко об этом говорить. Мне просто хочется всем этим делиться. Я не знаю, как это прозвучит сейчас из моих уст. Ну просто многим не так сильно повезло, наверное. То есть это довольно такая редкая практика, наверное, что прям... Ну, я не знаю. Извините, я уже ночь, во-первых, во-вторых, довольно сложно сформулировать это так, чтобы не показаться какой-то там высокомерный, фиг знает, да? Правильно, нужно сформировать немножечко слова в предложение. В общем, обычно люди со мной делятся каким-то пипцом, да? Что произошло у них в семье. Вот такое, что вот что-то плохое у них там происходит, они на это мне жалуются. И просто ждут от меня поддержки по поводу всего этого, да? Или, возможно, каких-то моих историй. Чтобы я тоже чем-то поделилась, чтобы они не чувствовали себя обделенными в этой ситуации и так далее, чтобы они не чувствовали себя одинокими в этой ситуации, вот так правильно сказать. А мне нечего рассказать-то, блин. Понимаете? И вот я из-за этого чувствую себя очень неловко. Бывает у меня такое. Ну, вы меня понимаете, да? Надеюсь, я нормально смогла сформулировать все это. Я так однажды ПМС расплакалась, потому что мне песок в кроссовке зашел прямо на улице. Но это, знаешь, грех не поплакать. Это бесяче, особенно когда еще камушки. Если камушки в кроссовке залезли, то это вообще ужас, блин. Я плакала, знаете почему? Я прям специально, мне нужно было немножечко... Мне нужен был эмоциональный толчок, да? И я посмотрела «Зеленую милю». И просто, знаете, «Зеленая миля» — это, конечно, грустный фильм, но я расплакалась на довольно безобидном моменте, а потом я начала думать о своей жизни, о своем отношении с людьми, и я разрыдалась. Боже мой, такая ерунда. Слава богу, что не было, пусть и не будет ничего плохого в жизни, аминь. Может, и не так все радужно было, но мне кажется, будто бы папа для нас с братом делал все, чтобы наше детство счастливым было. Как родители и должны делать, мне кажется. Все равно, главное, что ты помнишь хорошее. Зачем помнить плохое? Реальная жизнь-то, блин, может, в реальности все было не так радужно, но какая разница? Какая разница, зачем об этом думать? Главное, чтобы были только хорошие воспоминания. Зачем себе настроение портить, блин, плохим настроением? Ой, плохими всякими событиями, а? Вот как надо говорить. Я заговариваюсь немножечко, простите, пожалуйста. И вода закончилась. Ладно, мне кажется, этот раунд проигрышный. Ладно, хорошо. Видимо, сегодня я не побью рекорд хлеба. Я уже просто слышите, как заговариваюсь. Это прям капец какой-то. Так нельзя вести стримы. А то мне трудно начинает формулироваться. Да что ж такое-то? Трудно начинается.
трудно мне становится формулировать слова в предложение, судари. Понятно? Понятно, что я глаголю. Сколько же гаечков, да, и никто не хочет сосаться, все стесняются. Почему? А ну! А ну! 2 амы, 2 лота, 4 птенца младенца, 3 лота. Я сказала 3 лота? Я не знаю, сколько я сказала, сколько лота. 1, 2, 3, 4 мегата, 2 тушенки, 3 глисты. Все. Ну, капец. Мы решили устроить вечер трогательных историй. Я сейчас заплачу. Почему? А знаете, как-то у меня так все время и на стримах и получается. Я периодически ловлю себя на этой мысли, что мы начинаем, знаете, вот так стрим драйвово, прям вообще залетаем с 2 ног, начинается полный отвал башки, да, а потом постепенно мы начинаем говорить о своих чувствах, о каких-то трогательных историях, обсуждаем то, что, блин, радоваться жизни необходимо. Сука, да, это необходимо этим заниматься. И как-то потом у нас все это потихонечку переходит вот в такие задушевные разговоры. Мне кажется, что это прикольно. Мне кажется, это классно. Ладно, давайте тогда. Опа. Бабуля с нами сегодня тут тоже тусует. Ладно, давайте. Опа. Снова сбрила свои волосы, да, я рассталась с парнем. Бабушка. Ладно, давайте тогда сегодня закончим пока что с игрой. Чуть-чуть с вами еще поболтаем, потом я побегу спадки. Потому что прям мозг не варит. Я, клянусь, я хотела сделать маленький стрим. Я думала, у меня сильно много не хватит, но у меня перестала болеть голова. Это хорошо. Вспомнил, как тебе раньше постоянно рассказывал, как у меня прошел день, всякое такое. Прости за это, но у меня из друзей, с кем я могу по такому говорить, была только ты. Слушай, вообще без проблем. Мне наоборот приятно читать, когда кто-то делится своим днем. Я наоборот хочу извиниться, что я, возможно, не отвечала. Или не в полной мере как-то отвечала, все такое. Но мне безумно интересно все равно это было читать, честно говорю тебе. Мне правда это интересно. Всего за стрим была лампово. Сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть меня потерпите, уже гоните меня спать. Опа, поправила наушник просто, извините. Что я начинала говорить? Мне безумно было приятно читать истории из твоей жизни, Хлеб. Про концерты, да, про то, как твой прошел день. Как ты гулять куда-то ходил с другом. Это мне очень было безумно интересно читать, так что не извиняйся, это было классно. Девочки, давайте все обниматься. Давайте всех, мы вас тоже обнимем. Рад, что встретился с тобой. Так говорите, блин, как будто я уже ухожу. Еще чуть-чуть потерпите, и скоро, да, уже на упокой. Подсказки все оставлю. Потому что, опять-таки, я с тобой поделилась в этом, Хлеб, но теперь скажу вот так вот на стриме. Я просто сейчас для нового образа готовлю более сложный сюжет и всякие фишечки я придумала для модельки. И, Хлебушек, боже мой, можно тебя попросить, пожалуйста, если у тебя будет свободное время, можешь как-нибудь мне попытаться скинуть 5-ю версию Live 2D, пожалуйста, а то я все еще торчу на версии 4.2, а там функционал меньше. Все-таки для моей новой модельки нужно больше всякого. Нужно много всякой ерундурки. А все, бабушка к волосам прилипла, разлипла, все, да. Бабушка теперь с нами тут. Немножечко геронтофилии тут. Теперь я в слезах. Да что ж такое-то? Мы должны веселиться тут. А не плакать. Давайте не сейчас. Слезы приберегите, все обратно всасывайте их в свои глаза, да. Потом. Чуть позже. Даешь любовь во всем мире, полностью согласна с тобой. Любите друг друга, братья и сестры. Ну, только не слишком сильно, братья и сестры, себя любите, пожалуйста, хорошо? Давайте договоримся на этом. Хорошо, попробую как-нибудь. Это слезы счастья. Хорошо, ладно, продолжайте себя в этом убеждать. Любовь — это наше большое солнце, даешь любовь в каждом доме. И я при этом сижу такая, типа, я не верю в любовь, ха-ха-ха. Ну ладно. Это просто я немножечко такая черствоватая на все вот это. Вот. Ладно, все, давай. Я сейчас могу заболтаться на всякие другие сентиментальные штуки, потому что в голове их очень много, чтобы вы не плакали. Давайте сейчас закончим. Всем любить, всем... Все, я тоже с этим согласна. Спасибо огромное, что пришли. Я была очень рада вас увидеть. Игра была безумно классная. Спасибо большое, Амочка. Спасибо огромное, Хлебушек. Боже мой, я безумно ценю то, что вы сделали. Это было очень круто. Мне очень нравится. О боже, что начинается? Спасибо за стрим, прекрасный стрим. Ждем следующего, как всегда. Спасибо огромное, что пришли. Опять-таки, люблю вас очень сильно. Надеюсь увидеть вас в следующий раз. И